Наверняка многим садоводам знакома эта досадная картина. Август, а яблоки уже осыпаются, все в каких-то темных пятнышках, горькие, а вдобавок еще и листья на дереве начинают желтеть ни с того ни с сего. Так вот, сегодня мы разберемся, как решить обе эти проблемы одним махом, используя простое и, что немаловажно, очень дешевое средство. Итак, вот наш план. Сначала мы посмотрим на эти две проблемы и поймем, почему они связаны. Затем разберемся, при чем тут вообще кальций и почему его называют цементом для яблок. Раскроем главный секрет, почему нам нужен именно строительный гипс. Дальше, конечно же, будет простая и понятная инструкция, как и когда его применять. Затронем и тему желтых листьев, ну и в конце подведем итог, как все это поможет сделать наш сад здоровее на долгие годы. Итак, поехали. Раздел 1. Две проблемы, одно решение. Очень часто бывает так, что мы боремся с последствиями, не видя, что корень у, казалось бы, разных бед один и тот же. Давайте посмотрим, о чем речь. Ну вот, знакомая картина, правда? Еще даже не осень, а под яблонью уже полно опавших плодов. И ладно бы просто опали, они все покрыты такими темными, как бы вдавленными точками, и на вкус, конечно, горькие. Обидно до слез. И очень часто в тот же самый сезон, когда мы видим вот эти пятнистые яблоки, мы замечаем и другую проблему. На дереве начинают желтеть листья. Не осенью, а прямо посреди лета. И вот тут самое интересное. Это не просто два разных несчастья, которые свалились на одну яблоню. В большинстве случаев у этих двух симптомов одна единственная причина — это дисбаланс питания в почве. Чтобы понять, как это исправить, нам нужно заглянуть, так сказать, в самую суть проблемы, на клеточный уровень. И здесь на сцену выходит главный герой нашей истории — элемент под названием кальций. Первое, что нужно уяснить раз и навсегда. Вот эта горькая ямчатость — это не грибок, не вирус и не вредитель. Бесполезно поливать дерево фунгицидами. Это физиологическое расстройство. То есть, по сути, нарушение обмена веществ у самого растения. А причина этого нарушения проста до безобразия. В тот момент, когда яблочки формируются и наливаются соком, им катастрофически не хватает кальция. Вот чтобы было совсем понятно, представьте себе кирпичную стену. Что будет, если убрать из нее цемент? Правильно, она развалится. Так вот, кальций для растительных клеток — это тот самый цемент. Он скрепляет их вместе, делает плод плотным, упругим, сочным. Нет кальция, клетки разрушаются, и мы получаем те самые горькие пятна. Хорошо. Проблема в нехватке кальция. Казалось бы, решение на поверхности. Надо просто дать яблоне кальций, взять известь или доломитовую муку. Но не тут-то было. И вот здесь кроется главный секрет, который многие садоводы упускают. Почему именно строительный гипс, а не более привычные известь или мел? Потому что, решая одну проблему, они могут создать другую, не менее серьезную. Давайте посмотрим на эту простую табличку, здесь все сразу станет ясно. И известь, и гипс, конечно, дают кальций. Но посмотрите на вторую строчку. Известь и доломит сильно щелачивают почву, то есть повышают ее pH. А в щелочной почве железо, которое в ней есть, становится недоступным для растений. И вот вам вторая проблема – желтые листья. А гипс pH нейтрален. Он просто дает кальций. И как приятный бонус еще и серу, которая тоже очень важна для растений. То есть, что мы получаем? Используя гипс, мы даем яблоне сразу два важнейших элемента – кальций для крепких здоровых плодов и серу для общего тонуса и иммунитета. И при этом не портим почву. Ну что ж, с теорией, я думаю, все понятно. Давайте переходить к практике. Как именно, когда и сколько вносить? Сейчас будет простой рецепт, который займет у вас буквально 10 минут. Рецепт элементарный. Берем обычное 10-литровое ведро с водой. Насыпаем туда один стандартный стакан строительного гипса. Да-да, самого обычного, который мог остаться после ремонта. Хорошенько размешиваем, чтобы получилась такая мутная белая взвесь, как молоко. И, не давая ему осесть, сразу же идем поливать. А вот это очень важный момент. Лить этот раствор нужно не под самый ствол дерева, а по периметру кроны. Представьте, где заканчиваются кончики веток, вот по этой окружности и нужно поливать.
Именно там находятся самые активные всасывающие корешки, которые и доставят кальций наверх. Когда это делать? Идеальное время – ранняя весна, как только земля оттаяла и может впитывать воду. Внесенный гипс не сработает мгновенно. Он будет медленно растворяться в почве в течение нескольких недель, обеспечивая яблоню постоянным, равномерным питанием, как раз тогда, когда это нужнее всего – в период роста плодов. Отлично, с яблоками мы разобрались. Но что делать, если листья на яблоне все-таки пожелтели? Давайте поговорим об этой второй проблеме. Если вы видите на листьях вот такую характерную картину, сама листовая пластина желтая, а прожилки на ней остаются ярко-зелеными, как будто сеточка, будьте уверены, это железный хлороз. И тут опять есть нюанс. Чаще всего проблема не в том, что в почве нет железа. Оно там есть, но из-за слишком высокого pH, то есть из-за щелочной реакции, оно находится в такой форме, которую корни растения просто не могут усвоить. Это как сейф, в котором лежит еда, а ключа нет. Как это лечить? Если хлороз уже проявился, гипс тут не поможет. Нужно экстренное средство. И лучшее решение – это препараты с железом в хелатной форме, например, антихлорозин. Хелат – это как раз тот ключ, который делает железо доступным для растения при любом pH почвы. Ну и самое приятное во всей этой истории – внося гипс под яблони, мы на самом деле делаем доброе дело для всего нашего сада. Польза от этого простого действия гораздо шире. Так кто еще скажет вам спасибо за подкормку гипсом? Да почти все. Груши, вишни, клубника, смородина, даже розы. А самое главное, его можно безбоязненно использовать рядом с растениями, которые любят кислую почву, например, голубикой или гортензиями, ведь мы помним, гипс не меняет pH. Так что же получается? Один простой строительный порошок, который стоит копейки, помогает нам решить сразу две серьезные садовые проблемы. Понимая, как работает баланс в почве, мы можем перестать бесконечно бороться с симптомами и начать создавать основу для по-настоящему здорового, красивого и, главное, урожайного сада.